Здравствуйте, азербайджанцы. Есть такой притча. Жадность губит фраера. Еще хочу, еще хочу, еще хочу. Несколько лет тому назад вы мечтали о только приграничных районах Карабаха. Потом это стало вас в ходе войны. Ну, понимаем, какой войны. Когда наш старший брат, в кавичках, завязывал нам руки и вам говорил: бейте сколько хотите. Ну, помогли, здорово помогли Пакистан и Турция. Про Израиль не говорю, это чисто сделка. Это не будем считать помощь. Чего добились? Жадность. К чему привело? Российские миротворцы сейчас будут не спеша, потихоньку мини найти, искать. Не спеша. Армян нету там. Пришли русские и не намерены уехать. Русские потеряли Армению. Остались только вы. А почему так? Потому что жадничали. После 7 районов, после Карабаха, еще и Зангезур хотим, Риван хотим. Да много чего вы хотите. Много чего вы хотите. Но перестановка сил уже другое. Пантюркизм. Великий Туран хотите. А вы себе задавали вопрос? Вообще. Свободолюбивый, свободомыслящий киргиз, который не знает, что такое диктатура, будет терпеть выходки Баку, Алиева или Эрдогана? Нового Алиева или нового Эрдогана? Татары. Туран хотите. Татары, которые себе считают правопреемники Чингисхана, татаро-монгольской империи. Как будут терпеть выходки Анкары или Баку? Задумались об этом? Как вы представьте себе? Туран, турки лучше, чем германские народы, романские народы, славянские народы, арабские народы, ваши братья по исламу. Лучше, чем иранские народы, да? Они не объединились, а вы вдруг объединяетесь. На какой почве? Пока не говорю о внешних силах, которые будут мешать об этом. Смотрите внутри себя. Даже вот эти внешние силы не успеют мешать вам. Ваши куски уже, увидев несправедливость, будут бегать к ним за помощью. Это вся история человеческая такая. Вы не исключение, это закон, это закон. Давайте, ладно, слабо скажем. Закономерность истории. Халифат. Такое мощное государство, на такой религиозной, такой идеологии. После 4-го, наверное, справедливого халифа, ну, если я ошибаюсь, историки пускай меня подправят, но 30-20 лет туда-сюда не имеет значения. Уже начинается борьба между собой. Потом династии. Аюбиды, Аббасиды, Хашимиды, ну, не знаю, Фатимиды. Хотите сказать, что вы лучше, чем арабы средневековые? Или Иран? Попробуйте. Турок, который живет в Измире, ну, прибрежные районы Средиземного моря, точно себе не может считать равным уйгурам или киргизам. Они не будут терпеть выходки Анкары. Узбеки, которые себе считают потомками Амир Тамира, который разбил... Кого разбил? Сулеймана или Баязита? Не помню. В 1302 или 1203 году при Анкаре. Они будут терпеть Эрдогана или Эрдогана подобного? Да никогда.
Никогда. О какой Туране вы мечтаете? Какой век? Один факт исторический. Это уже серьезно. Когда ваши орды напали на Запад, то есть наш регион, у нас был развитый феодализм, то есть раздробленность. И с помощью этого, да, дошли до Манаскерта, потом до Вены. Но потому что Запад, земли западнее от вас, был феодальный строй. Это был шанс, это было время. Это время не вернуть. Так что думайте, мирно существовать с соседями. Вы еще не успеете объединиться, думать об объединении. Уже между вами, там не знаю, азербайджанцы, узбеки, казахи, нагайцы, уже будут соревноваться, кто самый правильный турк, кто самый храбрый турк, кто самый хороший огуз. Сейчас идите спрашивайте. Сейчас идите и спрашивайте. Вот интернет, даже не выходя из дома. Казахи самые хорошие турки, самые первые турки. Все турские государства это ихние. Азербайджанцы, вы тоже так думаете. Вы вообще дальше пошли, не знаю. Халифат, наверное, вашим тоже считаете. Нагайцы. Везде, везде. Говорю, не успейте думать об объединении, уже будет соревнование между собой, какой из вас лучше. А вы думали? Вы так будете объединяться, захватить мир, не знаю, или половину мира. Иран, Афганистан, Пакистан, иранские народы и страны так будут ждать, так смотрят, да, веселиться, пока вы объединяетесь. Не будут они найти союзников в лице, не знаю, Ирана, или Индии, или Запада, или России. Это сегодня Россию выгодно с Эрдоганом дружить. И то с оговорками. Ну что, это сегодня, а завтра. Вот ваши азербайджанцы, еще хочу, еще хочу, еще хочу. России, вместе с Россией провели операцию. Армения ушла, все. Вы остались с Россией друг с другом. А теперь скажите, чтобы Россия уехала из Карабаха. Когда будете так думать, утром встаньте и увидите, что миллионы азербайджанцев это оказывается лезгины и попросили помощь от России. Вот азербайджанцы. Не терпели армян Карабаха. Грешили перед историей. Найдите общий язык с Россией. Европа уже на вас наложил крест. Сильно вы грешили. Китай сегодня с вами хорошо ладит отношения с Турцией. Но это тактика. А завтра, когда увидит соперника в лице Турции, Китай, великий, огромный Китай, будет выращивать туран под себя. Не, Китай не дурак. Или Европа, который уже под подступах в Вене увидел турские войска, который знает, что такое Константинопол, потом Стамбул. Ладно, нет, Зангезурский коридор взяли. А курдами что будете делать? Иранку, ну иранские народы, курды, Иран, Таджикистан, Афганистан, тоже сказал. Что будете делать? Армения. И сегодня вам говорит, ребята, дорога открыта, езжайте. Ей-богу, езжайте. Но это суверенная территория Армении. А вы нет, еще хочу. Экстерриториальную дорогу хотите. Коридор хотите. Туран хотите. Можете, берите. Хорошенько подумайте, потом решайте.